Всем привет! Сегодня мы поговорим о такой теме, как задержка. Мне надо создать таймер для специального устройства. Не хотелось подключать сюда микроконтроллер или какую-нибудь Arduino. Надо просто элементарно. То есть подается питание на определенный узел и сделать задержку для другого узла, который запитывается, небольшую, там порядка 1-5 секунд. Вот. Полазил я в интернете и нашел вот такую схемку. Интересная схемка, очень простая. В принципе, здесь ничего сложного. Резистор, конденсатор и обычный NPN транзистор. То есть вот эти номиналы мы будем подбирать, чтобы создать задержку. Но что мне не нравится в этой схеме? Нет, я, наверное, ее все-таки соберу, проверю, как она работает, насколько четко. Но что мне здесь не нравится визуально сразу? То есть сюда мы подаем напряжение. Напряжение проходит через резистор. Понятное дело, что ток падает, проходя через резистор. Конденсатор накапливает электрическую энергию. С ростом энергии у нас подпирается база, и транзистор по чуть-чуть начинает открываться. Чем больше вот этот конденсатор, тем медленнее идет заряд этого конденсатора, тем медленнее растет здесь потенциал. Соответственно, медленнее увеличивается вот этот вот ток, протекающий через транзистор. То же самое касается и резистора. Чем больше резистор, то есть там, например, 1 мегаом будет, соответственно, ток будет сильно гаситься, соответственно, электрические заряды здесь медленно будут накапливаться в конденсаторе. Тем самым медленно будет расти потенциал и, соответственно, медленно будет открываться транзистор до полного открытия. То есть тут зависимость, прямая пропорциональность, да? Есть примерная формула для расчета вот этой задержки, Т-задержки, да, она, конечно же, грубая, потому что здесь влияют многие факторы, но вот такую я нашел формулу, и в принципе она работоспособна. То есть примерно 2/3, это получается 0,67, коэффициент 0,67 умножаем на емкость конденсатора и сопротивление. В моем случае поставлена задача, чтобы Т-задержки была примерно, ну, пусть будет 2 секунды, да, вот такое условие. Соответственно, сопротивление я предполагаю, что будет в районе 1 мегаома ставится. А вот нам надо примерно рассчитать, сколько будет емкость. То есть емкость равна, емкость у нас равна Т заданная разделить на 0,67 и умножить на R. То есть вот такая вот формула элементарно. Так, и подставляем сюда значение. Т заданное я решил взять 2 секунды, 0,67 коэффициент и умножаем на 1 мегаом. То есть это миллион Ом. Считаем. Так, посчитал я, и у меня примерно получилось 0,000020, вот 3, короче, округлим. То есть у нас это получается 3 микрофарада. Вот так. Примерно, да, 3 микрофарада у нас конденсатор и резистор на 1 мегаом. Ну, в принципе, вполне нормальный результат получается. Так, сейчас я это все запаяю на макетную плату и посмотрим, как все это работает. Что мне не нравится в этой схеме, сразу говорю. Мне не нравится, что медленно идет нарастание и медленно идет открытие базы. У меня есть вот такая схемка. Чиня блоки питания, несложно понять, что воспользоваться TL431, вот этой микросхемой, это будет просто, ну, рационально, да? Она элементарно работает, да? Подаем
питание, да, ну в районе пусть будет 5 вольт. Через резистор у нас напряжение, ток протекает и заряжает конденсатор. Когда в этой точке у нас поднимется напряжение до 2,5 вольт и выше, стабилитрон начнет работать. И у нас будет проходить ток в этом направлении, упираться в базу, открывать резко базу. У нас пошла запитка нагрузки или там что мы будем поджимать линию сигнала к земле, например. И ток как сюда попадает, так у нас уходит и сюда, через делитель. Вот этот два резистора образуют делитель для запитки базы транзистора. Ну, примерно это так будет работать. Я сам, честно говоря, это только спроектировал. Как оно будет на самом деле работать, я еще не знаю. Но тут сложнее. Нужна ТЛ-ка. Раз, два, три, четыре, 5. И еще 5 элементов обвязки. Это много. Здесь раз, два, три. Всего лишь 3 элемента. Конечно, простота выигрывает здесь. Ну, а здесь у нас какие плюсы? У нас сразу открывается база без задержки. Вот это меня, конечно, радует. Но в данном случае, который у меня сейчас вариант, вот этот случай мне очень подходит. Даже с медленным ростом. Потому что у меня будет коммутироваться не нагрузка, а будет коммутироваться линия сигнала. Ее надо прижимать к земле. Там управляющий сигнал. Его надо прижать к земле. Поэтому то, что медленно будет база открываться, мне как-то будет фиолетово. Если будет интересно, я могу вот эту схему спроектировать на макетке, провести, как говорится, лабораторную работу, провести испытания, сделать выводы, насколько действительно все будет четко работать. Какие здесь номиналы я поставил, ну так, примерно, наугад. Ну не то, что наугад, ну примерно. Конечно, они будут плавать, наверное, а может быть и нет, не знаю. Вот. Поэтому, кому интересно, пишите внизу комментарии. Наберем много комментариев, значит и это проведем испытание. А сейчас я накидываю в SMD компонентах, на SMD компонентах платку. На макетную платку все собираем. Итак, я все собрал. Смотрите, вместо нагрузки или сигнала, да, коммутирующего, я впаял светодиод для наглядности. Не очень хорошо видно, я все на SMD впаял, сами видели. Сейчас нарисую на схеме, что я еще допаял. То есть вместо нагрузки я припаял сюда резистор и светодиод. То есть, для чего? Чтобы было видно, когда мы сюда подадим питание плюс 5 вольт, да, вот так, то у нас начинает заряжаться конденсатор, подпирается база и начинает светить светодиод. Давайте же посмотрим и засечем время по осциллографу, насколько быстро зарядится конденсатор и откроется транзистор. Сейчас у меня каждая клеточка это где-то 1,2 секунды написано. Ну что, подаем питание на базу и смотрим, когда загорится светодиод. Слева смотрим, что творится у нас на базе транзистора. Подключили, загорелся светодиод. Смотрите, у нас за чуть больше одну клеточку. Так, стоп. Нет, не одну клеточку. У нас быстрее чуть быстрее. То есть практически за 1 секунду у нас подается напряжение на базу. Ну, в принципе, мне этого тоже достаточно. Мне хватит даже полсекунды. Еще раз смотрим.
Отпускаем. То есть напряжение сейчас, видите, на базе 0. Сейчас подаю я 5 вольт с лабораторника. Смотрите, медленно поднимается. Ну, за секунду, короче. За секунду поднимается у нас сигнал здесь. Если вы хотите увеличить время, да, задержки, то, пожалуйста, конденсатор я впаял на 4 микрофарада, керамику впаял. Резистор на 1 мегаом. То есть вы увеличиваете конденсатор, и у вас будет увеличиваться время задержки на включение. Видите, да? Ну, давайте сейчас впаяем более большой конденсатор и увидим, насколько увеличится время вот этого задержки. Далеко ходить не будем, возьмем конденсатор на 2200 микрофарад, 16 вольт. Кому надо еще будет больше задержку, пожалуйста, на 1000 микрофарад ставьте, но мне это явно не надо будет. Смотрите, я вот так вот на соплях припаял конденсатор, но не суть. Нам нужна результативность, правильно? У нас же эксперимент, все на макетке, на говне и палках. Так что сейчас подключаю щупы и смотрим, насколько увеличилось время. Итак, теперь мы все подключили и подаем наши 5 вольт на базу транзистора. Смотрим, медленно пошел рост. Видите, медленно, да? Очень медленно пошел рост. Светодиод не светится еще. Рост идет. И ничего у нас не светится. Но рост напряжения, как видите, идет. Медленно, но идет. Да, большой конденсатор выбрал, наверное, зря. Зря я такой кондерчик выбрал. Но ничего, подождем. Видим, рост идет. Напряжение на базе 200. О, пошел светиться светодиод. Смотрите, сколько секунд уже прошло. Ну что, больше 10 секунд, мне кажется, да? Вот такой вот результат. 200 микрофарад. Вот, пожалуйста, вот результат испытаний. Замечательный. Кстати, мы можем посчитать по формуле, да, и получим примерно это значение. Ну, чуть-чуть, конечно, тут будет плавать, что говорить, это не стопроцентная формула, но все равно, как бы, точка отсчета, реально можно посчитать что-то. На этом можно, в принципе, закругляться. Вот такой экспериментик у нас. Вот. И видите, напряжение стало падать с базы, да, падает медленно также, потому что конденсатор большой емкости, он и медленно разряжается. Вот такой эксперимент. Как бы и не казалось, что это элементарно, но оно нужно. Мне вот реально, я никогда не думал, что я такой ерундой буду заморачиваться. Но оно мне пригодилось, оно мне требуется. Вот, кому понравились такие видосики, ставьте лайкосики. Пишите в комментариях, если хотите увидеть, как реализована будет вот эта схема, насколько будет резко открываться транзистор. Тут видите, медленно он открывается, да, то есть на базу подается напряжение, она медленно открывается, но это не совсем есть хорошо. Вот, а это будет должно, ну, по крайней мере, я планирую, что будет сразу открываться база и будет запитываться нагрузка. На этом у меня все. Вы были на канале Домовой, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем хороших, удачных ремонтов, крепкого здоровья, пока-пока, удачи!